Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым, которая совсем недавно отметила свой первый юбилей, уже на протяжении целого года стоит на страже порядка и справедливости на территории Российской Федерации. 60 сотрудников антикоррупционного комитета, преимущественно советские и российские актеры почтенного возраста, ведут неравный бой с преступностью и коррупцией в мире шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. С приходом в команду Никиты Михалкова, министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, антикоррупционный комитет получил новую энергию, второе дыхание и с удвоенной силой ведет борьбу за справедливость. Теперь с командой Никиты Михалкова считаются не только преступные элементы российского шоу-бизнеса, но и высшие эшелоны власти, депутаты Госдумы и главы республик и регионов. В последнее время команде Никиты Михалкова удалось одержать немало ярких побед в борьбе за справедливость. Только за последний месяц в следственный изолятор были направлены негативные элементы за преступления разной тяжести, такие как бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, зять бывшего министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столяров, сын министра обороны Российской Федерации Даниил Шойгу и дочь Сергея Шойгу Ксения Шойгу. Данные субъекты обвиняются в следующих преступлениях: финансовое мошенничество в особо крупном размере, получение денежных взяток и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации, которое привело к гибели российских ребят. Ну а самым главным скандалом прошедшей недели стало трехдневное пребывание бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в камере временного задержания. Бывший министр обороны Российской Федерации попал в данное заведение по обвинению в поставке в зону спецоперации некачественного оборудования, что в итоге и привело к печальным последствиям. По словам администрации заведения, соседи по камере Сергея Шойгу долго не могли поверить, что к ним в гости пришел никто иной, как бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, и отнеслись к нему поначалу с большим почтением и настороженностью. Однако по роковой случайности с министром обороны Российской Федерации в одной камере оказался бывший участник спецоперации, который затаил злость на бывшего министра обороны, что и привело к трагическим последствиям. По словам администрации заведения, бывший участник спецоперации старший лейтенант Сергей Кузнецов, который попал в камеру временного задержания за незначительное правонарушение, напрямую столкнулся с некачественным оборудованием, которое поставлялось в зону спецоперации министром обороны Сергеем Шойгу и его друзьями. Стало известно, что в результате неожиданной встречи между старшим лейтенантом Сергеем Кузнецовым и министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу возник конфликт, который перерос в рукопашную. В итоге победила молодость и сила. Более подготовленный Сергей Кузнецов нанес Сергею Шойгу черепно-мозговую травму и в буквальном смысле загнал под нары бывшего министра обороны Российской Федерации. Однако дальнейшей трагедии удалось избежать. Сегодня утром Сергей Шойгу временно покинул камеру задержания. Антикоррупционному комитету еще пока не удалось собрать все доказательства для полного и окончательного ареста бывшего министра обороны Российской Федерации. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Благодаря усилиям команды Никиты Михалкова и местного филиала антикоррупционного комитета в городе Кирове была открыта детская инфекционная бесплатная больница. К слову сказать, что за время работы организации по борьбе с преступностью и коррупцией на территории Российской Федерации было открыто уже 40 бесплатных медицинских учреждений. Антикоррупционный комитет проявляет заботу о участниках спецоперации и их семьях.
Только за последнюю неделю более 500 участников СВО и их родные получили новые квартиры. На этой неделе члены антикоррупционного комитета, известные артисты Александр Панкратов-Черный и Александр Збруев, отправились в город Волгоград для открытия уже второго по счету филиала антикоррупционного комитета. Важная информация о состоянии здоровья членов организации Никиты Михалкова. Актер Борис Васильевич Щербаков смог восстановиться после тяжелых ранений и из реанимации был переведен в общую палату. На данный момент его состояние здоровья оценивается как средней тяжести. К сожалению, пока нет обнадеживающих новостей о дочери главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Анна Михалкова уже 12 дней находится в состоянии комы. Напомним, что 2 месяца назад на дочь главы антикоррупционного комитета было совершено нападение. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.